Так, раз, два, три. Друзья, всем привет. Как всегда, дежурный вопрос. Слышно, видно? Если слышно, видно, поставьте хоть какой-то символ в наш чат и начнем. Так, есть. Отлично. Слышно, видно. Плюсик есть. Всех с Днем Знаний прошедшим большой день. И давайте с вами поехали. Ответы на вопросы. Напоминаю, чисто на всякий случай, кто с нами в первый раз. Есть список вопросов, вот так он у меня выглядит, форма, которую вы заполняли перед этим вебинаром. В первую очередь я отвечаю на вопросы из формы. Когда вопросы из формы заканчиваются, я иду в чат и отвечаю сверху вниз на вопросы из чата. Итак, сразу поехали. Так, первый вопрос. Нармин. Почему-то компания не выходит на Google карте, а выходит в Google поиске. Почему? Что я не так сделала? Так, я так понимаю, вы задаете вопрос по курсу по Google картам. В таком случае, то есть, если я правильно понял, потому что вы не написали ни по какому курсу, ни какой тип компании, ничего, просто что выходит на Google карте, а выходит в Google поиске. Это мои предположения. То есть сразу видите, да, что лучше, если пишете вопрос, лучше уточняйте хотя бы какой тип компании, чтобы я понимал, о чем речь, потому что в Google Ads, как вы знаете, 5 типов компаний, около 25 подтипов. Ну, предположим, что речь идет именно о Google картах. Если выскакивает в поиске, а не на Google картах, то смотрите урок, есть там урок траблшутинг, что делать, если нет показов или показы не там. Идея в том, что нужно подтолкнуть Google к показам на картах. То есть уменьшить радиус, экспериментировать. Нету вот такой вот супер формулы, сейчас я сделаю, все получится. Уменьшить радиус попробовать, попробовать по-другому ключевые слова прописать. То есть задача попасть в тех пользователей, которые вводят запросы на картах, а не в поиске. Ну, как вы понимаете, эти запросы немного разные, да. То есть когда человек что-то ищет в Google поиске, он вводит там, например, там заказать пиццу, там, маргариту. Когда он в картах, пиццерия возле меня или просто пиццерия. Поэтому нужно попробовать попасть в те вопросы, в те запросы. Так, следующий вопрос. Огромная благодарность вам и вашей команде за помощь. Меня зовут Евгений. Спасибо, Евгений. Приятно читать обратную связь. Вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько сильно снижение бюджета в смарт-компании влияет на работу алгоритма? Смотря на сколько. То есть, если бюджет снижается по чуть-чуть, там был, например, $50, стал 40, то не критично. Но если бюджет был $50, а стал $1, то критично. Ранее реклама показывалась отличные результаты, но примерно месяц назад начался спад. Я предполагаю, что может быть связано с сезонностью. Да, ну, по вашему описанию, август – это самый сезонный месяц в большинстве бизнесов. То есть август – это прямо проблема обычно у всех, и у меня тоже, во всех моих проектах. Сейчас рассматриваю вариант уменьшить бюджет, распределить его на несколько новых. Насколько разумный, абсолютно разумный, я бы вам так и советовал делать. То есть в вашем случае, например, у вас была одна компания с бюджетом 50, сделайте 4 компании с бюджетом там 12-13 долларов. Это абсолютно нормально, советую, да, действительно, с разными настройками потестировать, сравнить. Дальше. Юлия, можно ли свой сайт развивать с SEO, поисковая оптимизация, на органику? А для Google Ads создать 2-3 одностраничника и рекламировать эти сайты. Можно. И многие так делают. То есть нас никто не заставляет, чтобы мы рекламировали в Google Ads именно тот сайт, который предназначен для органического поиска. И это абсолютно нормально. Например, у меня в онлайн-школе именно так. Есть сайт ivitsky.com, который как бы визитка, да, есть блог, который в основном для SEO-оптимизации, а есть множество лендингов с вебинарами, с курсами, которые на поддоменах. И это абсолютно нормально. То есть можно вообще не отдельные
сайты, а просто на поддоменах сделать. Абсолютно нормально, и многие так делают. И более того, иногда даже рекомендуется так делать, потому что, в принципе, структура страницы под рекламу и под поисковую оптимизацию отличается. Под рекламу мы создаем страницу. Смотрите, когда мы создаем страницу под рекламу, мы предполагаем, что человек уже с каким-то намерением поисковым, особенно если под поисковую рекламу заходит. То есть человек уже что-то ищет, и ему нужно как бы продолжить его мысль. Когда мы создаем сайт, когда мы создаем страничку под поисковую оптимизацию, во-первых, там люди будут на нее попадать по другим запросам, по информационным, скорее всего. Во-вторых, мы должны еще и ориентироваться, чтобы эта страничка была э, глазами Гугла полезная, там содержалась информация определенная, то есть определенный текст, ключевые слова и так далее. То есть немножко отличаются подходы. Поэтому абсолютно нормально, рекомендую, можете разные странички делать. Дальше. Олег, вітаю, у мене декілька запитань. Перший. Опять же, для новеньких, я отвечаю на вопросы на эфирах вопрос-ответ на том языке, на котором они задавались. Задаются на русском, отвечаю на русском, задаются на украинском, отвечаю на украинском, задаются на английском, отвечаю на английском. Так, чи користуєтесь ви у своїх компаніях функціями AI Max для пошукових кампаній? Ні, ці функції занадто сирі наразі. Друге питання. Чи варто включати Тумблер, оптимізувати кампанію з максимальною ефективністю на основі ШИІ налаштування кампанії? Ні, не варто. Вплине, більше грошей почне витрачати ваших і все. Воно почне тренуватися на ваших грошах. Ні, не включати. Третє питання. Чи можете коротко описати ці новинки в Google рекламі? Не люблю змінювати, не розуміючи, як це вплине на мої рекламні кампанії. Коротко описую. У Google виникла ідея, а давайте заробимо більше грошей. Перед тим, як тестувати великі зміни на великих рекламодавців, треба відтестувати на малих. Тому на грошах малих, середніх рекламодавців ми зараз побачимо, як ці функції працюють, а потім подумаємо над запровадженням для великих гравців ринку. От і вся логіка. Тобто, в даному випадку ми це кролики для тестування. От. 4. Чи є якась можливість просувати сайт у відових інструментах SE, ChatGPT і Gemini? Так, и тут, смотрите, это сейчас я для себя исследую эту сферу. То есть я вот, знаете, вот мой путь в Google Ads, этот путь шел, сколько же я уже в Google Ads? С 2006, 19 лет. В следующем году 20 лет я занимаюсь Google Ads, 19 лет. И вот этот путь, я помню, я когда шел, это путь был сначала такого вау, исследователя, я нарабатывал всякие новые фишки, потом узнавал все новое, и вот такое вдохновление сначала было от вау-эффекта. Сейчас такой же путь я прохожу, продвигая свои бизнесы, в первую очередь, в системах искусственного интеллекта. Вот кто подписан на меня в Facebook, у меня в прошлом месяце очень для меня значимое событие произошло, и о нем я узнал случайно. Мне пишет клиент в WhatsApp, который я никому не даю. В мой личный WhatsApp пишет мне клиент. Я такой, опа. Здравствуйте, я из США, у меня крупный довольно-таки бизнес, там сотни тысяч долларов бюджеты, хочу купить вашу консультацию. Я такой, ну, обычно, когда мне так пишут, это кто-то из моих американских клиентов меня порекомендовал. Ну, я логично спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто порекомендовал? Он говорит, ChatGPT. Я такой, ого, говорю, а где тогда контакт мы взяли? Там же. Ну, я потом проверил, действительно, контакт, ладно, где-то он из открытых баз взял, но самое, что человек пришел по рекомендации. Я говорю, а как вы искали? Он говорит, я ввел, посоветуй мне лучшего специалиста по работе с большими бюджетами. И он посоветовал вас. Я начал проверять, и действительно, ChatGPT, если ввести запрос who is the best, кто самый лучший в мире специалист с математическим подходом или для работы с большими бюджетами, он говорит, без сомнения, Игорь Левицкий. И я публиковал пост и попросил своих подписчиков в Фейсбуке проверить, ни одного ли у меня так. И оказалось, действительно, у всех людей, которые расположены в разных точках по всему миру, действительно советуют меня как номер один.
Это результат года экспериментов над продвижением в искусственном интеллекте. То есть это не спонтанно типа, ой, как прикольно, Игорю повезло, у Игоря, ChatGPT Игоря советует. Нет, это год напряженной работы. То есть год назад я понял, что а, системы искусственного интеллекта начинают потихоньку съедать часть пока что информационных запросов Google. То есть Google реклама по-прежнему, она работает, потому что, а, как в курсе, помните, я рассказываю, большинство запросов, которые нам интересны, они коммерческие. Это купить, заказать, цена, выбрать. Вот такие запросы. Такие запросы остаются в Google. Большинство людей ищет их в Google, и Google реклама еще, я думаю, как минимум 10 лет будет работать как есть. Но часть запросов уже смещается в системы искусственного интеллекта, когда речь идет о сборе информации, кто лучший, посоветуй, сравни эти два, выбери из множества. Вот такие вот советы переходят такие запросы переходят в искусственный интеллект. И вот год назад я поставил себе такую задачу, гипотезу, я хочу разобраться, как это работает. Сразу интересная такая наблюдения свои. Первое, что я сделал, это я пошел в интернет и нашел все возможные, в том числе с помощью искусственного интеллекта, все возможные курсы по продвижению в искусственном интеллекте. И скупил все эти курсы. И оказалось, что эти курсы полная фигня. Я на русском, на украинском языке я вообще не нашел, я на английском все, что нашел, скупил. И оказалась полная хрень. Абсолютно на всех этих курсах было контент а-ля ну вот, чтобы продвигаться в системах искусственного интеллекта, нужно там сайт правильно оформить, нужно статьи в блог писать. Короче, вот то же самое. Взяли курсы по SEO-оптимизации, поисковой оптимизации, и просто их под видом оптимизации в LLM продвигают. Я понял, что так не работает, и действительно так не работает. И начал там свои какие-то мысли воплощать в жизнь, и получилось. Вот. Поэтому я сейчас в таком, знаете, внутреннее ощущение первооткрывателя, исследователя. Мне самому это дико интересно, я сам пытаюсь сейчас дальше усиливать эти штуки. Но как бы идея в том, что возможность продвигаться есть, она существует. Единственное, на данный момент не существует четкой методологии, что чтобы продвигаться в чат GPT, например, нужно вот это делать, Gemini нужно вот это делать, в Perplexity нужно вот это делать. То есть нет такого единого пошагового алгоритма. Ну, по крайней мере, я над ним сейчас работаю. Вот именно над таким алгоритмом, в первую очередь для себя, но во вторую очередь уже поделюсь этим алгоритмом с вами. Так, сейчас, секундочку. Так. Так, следующий вопрос. Добрый день. Заказывал аудит. Одна из рекомендаций. Необходимо проработать минус-слова для компаний, направленных на масштабирование. Long-tail запросы. Стоит ли это делать, так как суть масштабирования как раз и предназначена для показа по разным непонятным запросам. Статистика большая, средняя цена за конверсию устраивает. Смотрите, в чем логика, в принципе, масштабирования? Когда вы берете запрос широкий запрос в широком соответствии, Google, соответственно, может показывать ваше объявление по невероятно большому множеству запросов. Ну, скажем, по миллиону. То есть, когда мы берем широкие ключевые слова в широком соответствии, то есть Google потенциально нас может показать по миллиону запросов. Вот возьмем, что миллион – это вот такая длина. Потенциально из этого миллиона лишь небольшая часть, лишь 10-15 тысяч готовы у вас купить. Вот, предположим, вот тут вот у нас прослоечка, вот на этом отрезке у нас вот тут прослоечка, которые реально могут у нас купить. Но нашего бюджета обычно не хватает, чтобы, ну, я редко встречаю компании, у которых бюджеты 5-6 миллионов долларов в месяц, которые там могут покрыть вот настолько широкие пулы запросов, особенно если по всему миру. Но даже если у нас там на одну небольшую страну низкоконкурентная ниша, все равно широкое соответствие, широкие запросы – это огромный пул. Обычно нашего бюджета хватает, чтобы покрыть там вот какую-то вот такую вот часть этих запросов. Соответственно, вот у нас есть отрезок, и вот есть
то, на что хватает нашего бюджета. И вот Google начинает показывать то тут, то тут, то тут, то тут, где-то нашу рекламу. То есть этим людям, разным людям по этим запросам. И если мы не используем минус-слова, то он просто будет, ну, искать, искать. О, нашел чуть-чуть платежеспособных, дальше тут показываем. Но если мы отсекаем всех, кто заведомо нерелевантный. Ну, то есть, да, классический пример есть. Мы продаем шубы, хотим масштабироваться, ставим широкое соответствие шуба и наблюдаем, что есть люди, которые ищут селедку под шубой. Ну, как бы я не верил в случайности, но я совсем не верю, что человек, который ищет рецепт селедки под шубой, придет и купит шубу. Я верю, что ее может купить человек, который ищет там искусственная шуба. Какие шубы бывают, как носить шубу, окей, или запрос даже типа: "Окей, Google, расскажи мне, какую шубу жене подарить", там что-то такое. Но вот поняли, о чем идея? Что минус словами отсекаются вот прям абсолютно нерелевантные вещи, абсолютно, которые вообще не в эту сферу даже. И тогда мы вот этот отрезок потенциального миллиона, мы его сужаем, соответственно, увеличивается вероятность из оставшегося подмножества получить конверсии. Примерно, надеюсь, понятно объяснил. Если нет, дозадавайте вопрос в чате, объясню еще раз. Так, Владимир, при наборе большой статистики в компаниях по масштабированию стоит ли отсекать дорогие гео, аудитории, время показов, средняя цена за конверсию устраивает? Смотрите, моя логика какая. Если первое, да, если все устраивает, не трогай, это понятно. Второе, средняя цена за конверсию устраивает, но вы хотите масштабироваться. Теперь внимание, при масштабировании средняя цена за конверсию растет всегда, это закон математики. Показываем шире, нужно больше попыток, чтобы дойти нужного человека, средняя цена вырастет. То есть, если вы до этого получали 10 конверсий в день по $100, то чтобы получать 100 конверсий в день, вам за каждую где-то 150-160 нужно платить. Это закон. Соответственно, если мы будем только масштабировать, не оптимизируя, мы будем сильно раздувать наши бюджеты. Поэтому всегда идет отрезками временными. Оптимизация, масштабирование. Увеличились, соптимизировались. Увеличились, оптимизировались. Поэтому в любом случае, когда вы будете масштабироваться, вы увидите, что средняя цена перестанет вас устраивать, и вот тогда придет время, то, о чем вы говорите. Гео, аудитория, время показа, масштабирование. Если же оно и продолжит вас устраивать, то, как когда-то говорил, да и сейчас говорит, Рассел Брансон, это как бы легенда в мире маркетинга, в мире интернета, человек, который в Америке собирает 50-тысячные конференции на него одного. Как говорит Рассел Брансон? Он говорит, до тех пор, пока я могу покупать всех клиентов в определенной нише, пока я могу оплачивать рекламу на всех клиентах в определенной нише, я буду королем этой ниши. То есть в его картине мира, вот в картине мира Рассела Брансона, он говорит, мне пофиг, какая у меня цена конверсии. 100, 200, 400, 1000 или $2000. Я буду брать все конверсии. Я буду платить. То есть его команда не оптимизирует рекламные кампании, не снижает бюджет. Потому что там задача стать королем рынка, собрать всех. И это его философия. За счет чего идет заработок? За счет бэкэнда. То есть люди приходят, и дальше очень сильно команда продаж им допродает. И он знает, что человек, пришедший на продукт, купивший за $100, потом у него 5-6 тысяч долларов оставит. И вот в таком случае, когда есть возможность жизненный цикл LTV клиента сделать огромным, а на входе просто купить всех, вот тогда, в принципе, да, цена не влияет. Так, Владимир, Google рекомендует в некоторых компаниях переходить со стратегии максимум конверсий на стратегию целевая рентабельность. Конкуренты используют целевую рентабельность, но цена плюс-минус такая, как у нас.
Стоит ли пробовать переходить на целевую рентабельность? Если да, то каким образом это сделать, чтобы все не сломать? Значит, смотрите. Первое. А, ну, я думаю, что вы это и так понимаете, но на всякий случай проговорю. Чтобы вообще начать разговаривать о стратегии целевая рентабельность, эта целевая рентабельность должна к вам, ценность конверсии должна к вам в аккаунт поступать. Просто я постоянно об этом говорю, но периодически вижу, когда захожу в рекламный кабинет, что в ценности конверсии 0, а человек ставит рентабельность. Рентабельность работает только в том случае, если вы передаете ценность конверсии. Нет ценности, нет рентабельности. Это понятно. Второе. Если вас все устраивает, если у вас хорошая цена за конверсию, и только тот факт, и вас тревожит только тот факт, что конкурент работает на другой стратегии, лично я бы не менял стратегию. По крайней мере, в существующих компаниях. Оттестировать новую компанию с новой стратегией, да, я бы сделал. Но вот это золотое правило работает не менять. То есть если у меня есть рекламная кампания, которая меня устраивает, она приносит мне хорошее количество конверсий, целевая цена за конверсию меня устраивает, настройки там максимум конверсии, то есть все меня устраивает, я не знаю, что я должен увидеть у конкурента, чтобы я прямо исправил настройки этой компании. Ну нет. Попробовать создать рядом такую же, с такими же настройками, но с другой стратегией, возможно. Через месяц сравнить результаты. Но вот прямо менять только потому, что конкуренты что-то делают, я бы явно не стал. Так, Владимир. Стоит ли пробовать оптимизировать кампанию с помощью AI Max для компании в поисковой сети? Не стоит. Уже спрашивали, еще раз, не стоит. Что это такое, как работает? Не стоит. Слишком сырая функция, вам она сейчас не нужна. Не используйте ее. Светлана. Есть ключевая фраза. Цена $10 за клик, я так понимаю, да? По ней было 4 показа. Процент полученных показов в верхней и в самой верхней позиции 100%. Так, процент полученных показов в верхней и самой верхней позиции 100%. Но при этом Google пишет, что допущено с ограничениями и недостаточно для показа на первой странице. Как такое возможно? Это баг какой-то. Да, это вам свидетельство работы системы Squashing, за которую Google уже судили, но Google продолжает ее пускать. То есть, ну, когда цифры нам говорят, что у нас все ок, у нас показы есть, клики есть, все ок, показывал на верхней страничке 100%, но при этом Google не пускает нас в аукцион полноценно. То есть это вот тот самый сквошинг, выдавливание из аукциона. Такое, это не баг, это способ из вас выудить деньги. Вот и все. Выход подождать. То есть логика, смотрите, какая логика сейчас у Гугла. Ваша ниша, скорее всего, низкоконкурентная. Раз у вас при небольшой ставке 100%, то есть Google хочет $68 за клик, а у вас 10. То есть в 7 раз меньше, чем он хочет. И, и при этом, что у вас ставка в 7 раз меньше, у вас 100% показов в самой верхней позиции. То есть это говорит о том, что конкурентов, скорее всего, нет. Мысли Гугла. Почему я должен этого рекламодателя показывать всего лишь за $10 за клик, даже если нет рекламодателя, если я могу попробовать выжать из него больше? Какие выходы? Подождать. Я бы подождал 5-7 дней, посмотрел бы. Если вернется, начнет увеличиваться показы, все, Google понял, отстал от вас, и все пошло хорошо. Если не вернулись, потихоньку увеличивать ставки. Смогу ли я оставить эту фразу? Сможете оставить. Сможете оставить. Как я сказал, сначала подождите, потом потихоньку ее увеличивайте. Не с 10 до 68, а с 10 до 12. Пару дней, до 14, пару дней, до 16. Вы увидите, на каком-то пороге Google сдастся и начнутся показы. И это будет отнюдь не 68, это будет там 16-18. Так, Наталя, якщо вибирати між софтом для коректного трекінгу конверсій і софтом від нецільових кліків, при схожій вартості, що порадити вибрати? Я схиляюсь про трекінг конверсій.
Google повертає гроші за нецільові кліки. Відмовляється, крім тих, які він сам хоче визначив. А софт для трекінгу хоча б алгоритмом оптимізуватися. Якою була ваша порада? Ну, тут дивіться, тут трохи питання із розряду, якщо вибирати, що купити для машини: нове мастило у двигун чи нове паливо. Ну, без палива вона взагалі не поїде. Без мастила вона рано чи пізно зламається. Да? Ну, от приблизно так же. Тобто, якщо прямо от зважувати в вашому випадку, звісно, софт для трекінгу конверсій. Трекінг конверсій – це номер один. Я би порадив спершу зосередитись на трекінгу конверсій. Це моя порада вам. Тепер, щоб я сам зробив, я би, мабуть, ну, дивіться, давайте відверто. Софт для трекінгу конверсій зазвичай потрібен для досить серйозних великих компаній, які не ставлять питання, що вибрати, і вони беруть і то, і то. Я би на вашому місці не софт для відслідковування конверсій, а найняв би фрілансера, програміста, який би мені один раз коректно налаштував відслідковування конверсій, і мені не прийшлось би платити за софт кожен місяць. Це я б так зробив. Так, Валерий, можно ли создать еще один рекламный аккаунт в Google в случае, если пару месяцев назад мне пришлось аккаунт закрыть по причине блокировки и для оплаты использовать платежную карту на свое имя? Не заблокирует ли Google новый аккаунт? Сколько аккаунтов можно создать на одно лицо? Спасибо. Смотрите, на одно лицо можно создать безлимитное количество аккаунтов. Вот. Безлимитно. Сколько хотите. Но. Есть одно но. Оно следующее. Можно создавать безлимитно до тех пор, пока вы что-то не нарушили. Потому что если создается новый аккаунт после бана, то есть, смотрите, давайте пример из реальной жизни. Сколько обычный житель обычной страны может иметь банковских аккаунтов? Безлимитно. Ну, я могу во всех банках 50 банков пойти, открыть 50 банковских аккаунтов. Никто мне не запретит. Следующий вопрос. Сколько банковских аккаунтов сможет открыть человек, у которого в прошлом есть нарушение за мошенничество с банковскими аккаунтами? 0. Потому что обычно, если у вас есть какое-то нарушение за мошенничество с банковским... Тьфу-тьфу-тьфу, ни у кого из нас его нету, но если будет, то вам не откроют новый аккаунт, потому что у вас есть в прошлом нарушение. Точно так же и тут. Поскольку, значит, прямой ответ на вопрос: безлимитно можно. Конкретно в вашей ситуации Google, если вы создадите новый аккаунт, тут же его тоже забанит. Поэтому, значит, смотрите, новые платежные данные по-любому. На жену, сестру, брата, маму, папу, дядю, тетю, племянника, на кого хотите. Отдельная карта на другого человека. С аккаунта другого человека. Желательно, чтобы еще и адрес был другой. И обязательно, чтобы... Да, тут смотрите. Обязательно плохое слово. Желательно, чтобы был другой сайт. Желательно. Если сайт тот же, значит, нет, давайте я по-другому объясню. Нужно понять, за что была блокировка рекламы. Если в прошлом блокировка рекламы Гугла была за то, что что-то Гуглу не понравилось в самой рекламе, то вы без проблем на жену, сестру, брата создаете новый рекламный аккаунт и рекламируете тот же сайт. Проблем нет. Но если в прошлом вы получили бан аккаунта по причине, что Гуглу не понравился сайт, то как только вы создадите на брата, кого угодно, новый рекламный аккаунт и начнете рекламировать тот же сайт, вы снова получите бан. Поэтому сначала вернуться к старому, выяснить из писем от Гугла, в чем была конкретно проблема, и потом принимать решение. Ну, вот примерно так. Так, Валерий. Все, из формы я на все вопросы ответил. Если на чей-то вопрос в форме не ответил, скажите в чате. По-моему, я глазами по всем прошелся. И теперь отвечаю на вопросы из нашего с вами чата. Так, Наргиза, подскажите, пожалуйста, в курсе Google Search AI Formula на базовом уровне есть AI протокол оптимизации сайта? Или это и есть Search AI Formula? AI протокол оптимизации сайта – это один из инструментов, AI-инструментов, которые входят в курс Google Search AI Formula. В этот курс входят
3 мощнейшие инструмента — это основа. Это iFormula OS, это операционная система на базе искусственного интеллекта. Кто пользовался, можете спросить в чате, кто пользовался, люди от нее в восторге. Второй инструмент — это нейромодель клиента. На основе AI создается слепок, цифровой мозг, двойник вашего клиента. Третий инструмент — это бизнес-оракул, который позволяет в целом как бы стратегию бизнеса прорабатывать не только рекламную, а куда двигаться. И плюс AI протокол оптимизации сайта. Ну, как бы, если вот эти 3, которые я описал, это как бы топовые инструменты, AI протокол чуть попроще, но он тоже входит. Так, Светлана, благодарю за ответ. Пожалуйста, Светлана, рад, что вам помогло. Владимир, підкажіть, що це за сервіси? SERPstat, Ahrefs. SERPstat – це сервіс для аналізу сайтів з метою пошукової оптимізації. Ahrefs – сервіс для аналізу сайту, знову ж таки, з метою пошукової оптимізації, який робить акцент на аналізі посилань. Тобто це до SEO, до пошукової оптимізації. Так, интересно CZ. Google менеджер пишет, что плашка согласия GDPR неправильно настроена и требует ее настроить. Мы настроим. Как это может повлиять на расширенное отслеживание конверсий? Смотрите, на практике, давай так, теория, практика. В теории очень плохо повлияет. То есть в теории, если Google видит, что у вас там что-то с GDPR неправильно, он как бы должен, согласно закону, начать игнорировать часть ваших данных. На практике я никогда еще не видел, чтобы Google смотрите, если GDPR плашка настроена правильно с технической точки зрения, там же есть значение по умолчанию, access granted, denied. То есть если оно технически грамотно настроено по умолчанию, то все будет окей. Google будет моделировать отслеживание конверсии, все будет окей. Если все-таки есть ошибки там, то да, может. Ну, то есть если, например, по умолчанию задан access denied для всех отслеживаний, и он там не обновляется, ну, то да, то повлияет. Так, Наталія, про софт для трекінгу. Ми вже поставили server-side трекінг, окей, але все рівно частина конверсій втрачається. Наскільки я тепер знаю, для Shopify 100% трекінг дає тільки TrackB. Насправді, знову ж таки, теорія і практика. До речі, я не чув про TrackB. Теорія і практика. Теорія каже, що є секретні соуси, секретні методи, там TrackB, ще якісь системи відслідковування, які там роблять 100% точність. Практика показує, що вони дуже сильно перебільшують. І попросіть у них місяць безкоштовного матеріалу, і, скоріш за все, ви побачите, що до них у вас було, наприклад, втрачалося 15%, а з ними у вас втрачається 13%. Вони скажуть, ну, 2% ж підняли, ну, по факту. Тобто 100% не буває якби математично, і більшість цих сервісів, вони не настільки гарні, як вони розказують. Так, Амар, как собрать начальную статистику по конверсиям для нового магазина мелкой бытовой техники? Как обучать Performance Max алгоритмы с нуля? Стартовать из стандартной торговой feed-only, а не Performance Max feed-only. Хороший вопрос. Если, смотрите, новый аккаунт, все новое, давайте так, порядок действий, как я обычно делаю. Сначала я пробую запустить Performance Max Feed Only, потому что это с точки зрения AI наиболее такая цепкая компания, она быстро позволяет найти. Значит, если Performance Max Feed Only начинает работать, приносить конверсии, все, отлично, масштабируемся дальше. То есть, если все пошло хорошо, то считайте, вы уже запустили. Да? Дальше просто наращивать, оптимизировать. Если пошло плохо, пробуйте стандартную поисковую, стандартную шопинг-компанию, потому что она дает охват по конкретным запросам. Снова же таки, если пошли продажи, все, цепляемся, поехали дальше сзади. Если нет, то есть алгоритм не за что алгоритму зацепиться или слишком широкая сфера, слишком узкое предложение, например, бывает такое, тогда в рамках обучения можно сначала начать с запуска кампании, например, не на цель продажи,
а на цель добавления в корзину. Дождаться накопления определенных данных с конверсии по добавлению в корзину, потом перейти на продажу. Но это как временно. То есть ни в коем случае не следует оставлять, да, пусть работает на добавлении в корзину, потому что вы через несколько месяцев увидите, что у вас 10 тысяч человек добавило в корзину и один купил. Но как первоначальный способ подтолкнуть алгоритм работает. Так, электроник. Добрый вечер. Если в кабинете прошли проверку рекламодателя, но изменился владелец, как изменить данные? Нужно ли проходить проверку заново? Опять же, это, как я люблю, да, теоретически, практически. Теоретически, раз изменился владелец, вы должны пройти проверку заново. Теоретически. Ну и как бы, если говорить по правилам. Но практически, когда вы начнете проходить проверку заново, сбросите эту, есть очень высокий шанс, что вы ее не пройдете. Объясняю почему. Потому что, скорее всего, где-то останутся следы прошлого владельца. Его адрес в платежном профиле, его название в каком-то там не Google Ads аккаунте, а Google аккаунте. То есть где-то он идет. И за это название потом зацепится автоматический проверщик и не даст вам пройти верификацию. Поэтому давайте так. Если все работает, вам это критически не мешает, что владелец изменился, проверка на старом, продолжайте работать. Если для вас это прямо критично, то, ну, проходите заново. Но давайте так, лично я бы не трогал, пока или Google сам не спросит, или это станет критично. Я бы пока не трогал. Так, Кая, а можно ли одностраничники рекламировать в том же рекламном аккаунте, если я не хочу, чтобы Google связывал их с моим основным сайтом? И не нарушали ничего? Спасибо. Вообще ничего не нарушаете. Все можно. Абсолютно можно. То есть вы в одном рекламном аккаунте имеете право хоть 10 разных сайтов рекламировать. То есть до тех пор, пока каждый из этих сайтов не нарушает правила Гугла, запросто. Да, я подумал, даже если сайты одной тематики. Потому что это не есть в Гугле нарушение, называется double serving или монополизация выдачи. Когда вы с разных аккаунтов рекламируете бизнесы в одной сфере с целью забить выдачу. В данном случае это не применяется. То есть можно с одного аккаунта запросто. Это плашка GDPR. Следующий вопрос, интересно, ЦЗ. Эта плашка GDPR вообще не оптимизирована под Google Ads. Но конверсия отслеживается через метатег Google Ads. Не вижу тут вопроса. Это объяснение, скорее всего. Окей. Ну, я бы или нанял программиста, который мне сделает плашку, которая работает как нужно, или заплатил бы сервису какому-то, который эти GDPR-плашки добавляет. Владимир, подскажите, настроил конверсии, связал GTM, установил стратегии и триггер. Как проверить, или все работает до того, как запустится реклама и будет первая конверсия? Может, видео. Смотрите, как только совершится первая конверсия из рекламы, вы увидите эту конверсию. Ну, то есть, давайте так, моя логика. С одной стороны, можно это проверить. Для этого нужно открыть консоль в браузере Chrome. Для этого нужны определенные навыки, умение читать программный код. То есть есть определенный порядок действий. Человек с нуля за несколько часов своей жизни, скорее всего, этому обучится, там, читать код, зажилось ли событие, отследить, отладить события. Надо ли оно вам? Ну, то есть давайте рассматривать ситуации. Вот вы запускаете рекламу, и вы не уверены, что вы все правильно сделали, но вы не уверены, что у вас правильно работает отслеживание конверсии. Смотрите, давайте рассмотрим два варианта, которые могут произойти. Вариант первый. Реклама запущена, появляется первая конверсия, вы видите, что к вам пришел заказ с сайта, ну, он на e-mail к вам приходит, да, или в мессенджеры, и появилась одна конверсия в Google Ads. Класс, все работает. Второй вариант. Пришел заказ с сайта, посмотрели в Google Ads, через 24 часа конверсии нет. Что-то настроено не так, начинаем пересматривать. Вероятность второго варианта там несколько процентов.
Стоит ли сжигать большую часть своего времени, чтобы обезопасить себя от события с низкой вероятностью и с нулевым влиянием на вас? Потому что вы этого клиента все равно получите. В моей логике не надо. Ну, это такая излишняя суперосторожность. Вот, примерно так. Это как типа я иду за хлебом, но на всякий случай я возьму с собой ведро воды. Вдруг я захочу пить или помыться. Или меня обольет машина, и мне нужно будет помыть себя. Ну, типа, вероятность какая-то у вас существует, но это уже излишняя осторожность. Вот. Если прямо нужно проверить, то гуглите, в Ютубе ищите отладка событий Google Tag Manager. То есть это прям такой, будем говорить, раздел веб-разработки, отладка событий. Так, Амар, дайте совет, пожалуйста. Конкуренты демпингуют цены и нет продаж. Рекламный алгоритм даже не может набрать статистику. Что делать? Жаловаться на таких конкурентов поставщику? Ну, смотрите, если конкуренты нарушают условия, в любой конкурентной нише есть всегда условия, да, есть минимальные рекомендуемые цены. Ну, если что-то там нарушают, то, конечно же, как бы это нормальная практика пожаловаться. Если вы спрашиваете с точки зрения рекламы, ну, то вон курс Google Search и формула, там есть один из модулей реклама сложных ниш. И вот как раз в этом модуле 7 уроков я даю подобные рекомендации. Что делать, когда не набирается статистика, мало показов, есть огромные конкуренты, есть конкуренты, которые перебивают. Все это разложено по полочкам в уроках. Так, Наталья, у вас є успішні кейси скарг на конкурентів за даблсервінг? Є одна декілька років тому. В одній ніші конкурент створив 4 сайти клони, сайти на тому ж хостингу, домени на ті ж ім'я куплені те, що я писав скарги, але без результату. Тут нюанс в тому, залежить від величини конкурента. Залежить від величини. Якщо великий конкурент, шансів менше. Розумієте чому? Гроші. Якщо малі, шанси вищі. От. Приблизно так. Так, Диана, надо ли выключать товары из шопинг-компаний, которые кликались, но вообще не покупались? Если да, то через какое время надо? Тут вопрос не времени, тут вопрос в деньгах. Ну, смотрите, моя логика. У меня есть интернет-магазин. Например, в среднем я готов платить за рекламу Гуглу $100, например, за каждую продажу. Вот. Люди у меня покупают что-то, я готов $100 за конверсию Гуглу отдавать. Окей. Я нахожу какие-то товары, по которым не кликают. Мне не важно, сколько времени они показывают. Мне важно что? Мне важно, сколько денег на эти товары ушло. Если на эти товары ушло, например, меньше $100, то я понимаю, что завтра кто-то кликает по товару, покупает, и у меня продажа по вменяемой цене конверсии. То есть моя логика какая? Отключать стоит те товары, которые потратили как минимум двойную стоимость конверсии, не принеся конверсии. То есть $200 потратили, 0 конверсий, можно отключать, удалять. Так, Дмитрий, наша рекламная кампания приведет нашего клиента на наш сайт. Вопрос: делать разные сайты для разных услуг, один хороший сайт для всех услуг с меню этих услуг, и делать разные рекламные кампании на тот же сайт, на разные страницы. Например, у меня агентство недвижимости услуги, продажа, покупка, аренда, ипотека, курс, риэлтор, инвестиции, недвижимость. Смотрите, Дмитрий, и так, ну, тут нет рецепта, что вот надо делать, знаете, это как борщ варить, что нужно именно столько капусты и именно столько морковки. Кто-то говорит по-другому, а кто-то по-третьему. То есть успешные, сверхуспешные компании, которые на одном сайте все делают, есть, которые на разных все делают. То есть тут больше вопрос не к рекламе, а к видению бизнеса собственникам. Давайте это попробую объяснить на примере. Вот у меня есть онлайн-школа, агентство и SaaS стартап. Дальше я начинаю думать, отличаются ли клиенты этих сущностей? Да, отличаются. Обычно у онлайн-школы и у агентства плюс-минус одинаковые клиенты, значит, я их помещаю на один сайт. У SaaS немножко другие, его на отдельно. То есть тут больше про логику бизнес-позиционирования. Вот. Ну и не говоря уже, если, например, у вас финансовые потоки разделяются,
Если у вас это отдельные сущности с отдельными бухгалтериями, то желательно, да, 2 разных сайта с 2 разными рекламными аккаунтами, чтобы не путаться потом в бухгалтерии. Ну, это уже такой совет, не по рекламе. То есть задайте себе вопрос: это все одно целое, которое вот если вы и продаете, и покупаете, и аренда, и ипотека, и курс риэлтора, инвестиции в недвижимость — это все один и тот же типаж клиентов, и это все одна юридическая сущность, пусть будет в одном. Скорее всего, нет. Скорее всего, я думаю, продажа, покупка, аренда, ипотека — это одна сущность. Это люди, для которых недвижимость не профессия, а необходимость. Снять, купить, арендовать, взять в кредит. Это я бы, наверное, сделал один сайт. Курс риэлтор, наверное, это для риэлторов. Скорее всего, я бы сделал другой сайт. И инвестиция в недвижимость — это вообще третье. Я бы сделал другой сайт тоже. Но опять же, если инвестиции в недвижимость для тех же риэлторов, которые проходят курс риэлтор, то, наверное, это один сайт. То есть тут логика больше в разделении клиентов. Вот. Светлана, прошу прощения, что вмешиваюсь. Возможно, я неправильно понимаю суть вопроса. Но в GTM есть предварительный просмотр, который позволяет проверить правильность настроенных конверсий. Да, можете через предварительный просмотр тоже, но опять же, нужно будет проверить потом в консоли, какие события зажигаются. Так, если в Украине запускаю рекламу и сайт, производитель садовой техники, мне обязательно все эти дела с баннерами, куки, потому что Пона не сделал, а уже рекламу запускаю. Ну, в Украине опять же, я бы забил. Я за простые быстрые решения без лишних мыслей. Я бы забил. Не слышал еще ни одного кейса, чтобы в Украине, даже если европейские юзеры туда заходят, кого-то наказали. Но есть, опять же, теория, практика. На практике я бы забил. В теории, если хочется быть полностью законопослушным, то поставьте этот баннер. Ваш контакт Telegram или Viber напишу позже, подскажите по моему вопросу. Так, контакт, школа, Google рекламы. Так, вот, Telegram. Отправил Telegram в чат. Друзья, вопросы есть еще? Если вопросы еще есть, пишите прямо сейчас в чат, потому что я исчерпал форму, я исчерпал вопросы из чата. Если их больше не будет, будем заканчивать. Если есть еще вопросы какие-то, напишите. Так, стоит ли минусовать поисковые запросы в Performance Max или ждать оптимизации? Их там сотни. Стоит. То есть, если вы видите однозначно вообще не касающиеся вашей темы, минусуйте. Да, стоит. Это стоит. Так. Дуже дякую за відповіді. І вам дякую за питання. Друзья, вопросов тогда больше нету. Спасибо, вы молодец, спасибо, и вам спасибо за обратную связь. Тогда остаемся на связи. Скоро будет следующий такой вебинар. Я уверен, накопятся новые вопросы. И заново с вами пообщаемся. Все, друзья, всем пока, до новой встречи.